Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Сейчас рассмотрим самый негативный сценарий, который может быть у нас на крипторынке. А он, конечно же, может быть. Не думайте, что вы так тут быстренько все заработаете, набьете полные сумочки денег и унесете с этого рынка бабки. Вас тут вымотают как ту половую тряпку, так выжмут с вас соки, как с мочалки будете истекать. Главное, чтобы крови не истекали. Итак, ну что, биток 0, эфириум 3,7%. Я думаю, что на этом всем рост у нас здесь закончился, потому как эфириум подошел к сильнейшей коррекции, а это у нас полка, просто огромная полка сопротивления. Если мы откроем график эфириума, что мы здесь посмотрим? Но для начала давайте зайдем издалека, из самого битка. Биток. Формируем мы такой вот здесь вот треугольник. Может быть такое, что локально по биткоину мы уйдем сюда вниз. Давайте-ка мы это с вами все отметим. Давайте мы отметим. И вот так вот мы сделаем это. Может быть такое, что с текущих мы по битку уходим еще на одну коррекцию в диапазон 103 тысячи долларов. Потом будем формировать вот такой вот распил, как это было недавно с эфириумом. И только потом может быть такое, что мы уйдем вверх. Может быть такое. Но может из текущих мы пойдем вверх. Мы этого не знаем. Но цена биткоина, вернее биток сам здесь остановился что-то не просто так. И притом в самой вершине, да. Казалось бы, просто возьми, пробей и все. Ну просто пробей. Ты уже на самой вершине. 109 тысяч долларов. Пробейте 110 тысяч долларов и уйди сюда выше, закрепись. Нет, они не дают этого. Они не дают, потому как у нас здесь есть глобальная трендовая линия. Глобальная трендовая линия, которая берет свое начало с 2017 года. И мы, в принципе, находимся у этих вот истоков. Трендовая линия, многие говорят то, что цена биткоина будет в диапазоне 200 тысяч долларов. Для того, чтобы мы были 200 тысяч долларов, мы должны пробить эту гребаную трендовую линию и просто импульсом пойти вверх. Но дадут ли они такое, мы не знаем. По P-Cycle, да. По P-Cycle видно то, что у нас вершина находится в диапазоне 150-160 тысяч долларов. Но мы прекрасно знаем, что индикаторы могут ошибаться и могут, конечно же, ломаться. Мы находимся у ключевых истоков. Или здесь у нас идет разворот и мы падаем вниз, или мы пробиваем эту гребаную трендовую линию, вот эту вот желтую, и уходим выше сюда. Ключевой момент и очень тяжелый, конечно же. Он очень тяжелый, потому как, он очень тяжелый. Нужно уже бежать с рынка, если опираться на какие-то данные. Вот. На недельке у нас уже, смотрите, RSI уже просто перегрет. Стохастик перегрет. MACD уже перегрета. Ну, уже, короче, биток перегрет. И пошел уже вот на недельке на стохастике уже все вниз. Просто клюет вниз. Уже силы нету у битка. У битка уже силы нету, но мы этим, конечно же, индикаторам особо доверять не будем, потому как если нужно манипулятору, он может задвигать такие зеленые долдаки, что мама не горюй. На месяце здесь выглядит все неплохо. Стохастик у нас развернулся, и вроде бы как мы можем сюда еще расти. MACD тоже у нас вроде бы все более-менее нормально, но все равно очень у нас здесь такие уже по медвежьи все выглядит. Это у нас 2021 год, это у нас 2025 год, да. По объемам на свечах вот здесь у нас объемы намного меньше, чем в 2021 году. И мы просто, такое ощущение, что распределяют здесь они биток. В принципе, вот так вот. Выглядит устрашающе. Что будет дальше, никто, конечно же, не знает. Посмотрим, понаблюдаем. Но выглядит не очень хорошо. Но мы находимся у ключевого уровня. Нам нужно его пробить. Но пробьем мы ли его? Непонятно. Потому как лонги по биткоину уже практически закрыты. Смотрите, лонги относительно доллара у нас по биткоину закрываются. И закрыты они здесь довольно-таки уже неплохо. Если мы посмотрим, мы здесь пробили трендовую линию. И мы пришли к значениям, смотрите, к значениям апреля-марта 2024 года.
Лонги практически здесь закрыты. Есть у нас еще интересная цель. Это если мы придем к вот этим вот значениям. Это у нас январь 22 год, ноябрь 21 год. Это у нас начало самой бычки. Вернее, конец 21 года бычки и разворот на медвежку. И набор здесь был лонгов для того, чтобы устроить бычку. Вот. Осталось тут движение, ну, сущие копейки. 20%. Силы, ну, 20%. 20% силы. Не знаю, как мы доберемся там до 200 тысяч долларов. Может быть, через сильнейшую коррекцию. Может быть. Это, ну, никто, конечно же, не знает. Вчера у нас была дискуссия в телеграм-канале. Все проводили дискуссию, что на эти все графики не стоит опираться. Нужно думать то, что биток будет 200 тысяч долларов и ожидать своей цели. Вот и все. Вот так вот. Что будет дальше, непонятно. Лонгов по битку практически нету. Лонги по эфириуму, смотрите, как закрывают. Прям с гэпом. Просто валится это все дело в тартарары. Вот если мы откроем дневку, смотрите, как все выглядит. Вчера сколько закрыли, да? И вчера я делал скрин. Я здесь все почистил. Вот, у нас осталось, ну, до полного закрытия вот эта вот синяя линия. Потому как они полностью ж не будут закрываться. Тут у нас еще при том есть некий тренд. Присутствует, вот он присутствует, этот тренд, мы его можем вот так отметить. И что нам дальше делать? Кто знает, пишите в комментариях под видео. Вот вам лонги по эфиру, да? Вот у нас альт-сезон март, апрель 24 год. Вот у нас альт-сезон ноябрь 24 год, декабрь. Вот у нас альт-сезон апрель 25 год. И движение альты максимум на 2 икса. Ну, там, правда, фарткоин улетел там с весны очень далеко. Ну, Пепе пошла там на 3 икса улетела. Эфириум на 2 икса улетел. Солана практически на 2 икса улетела. Суи улетела на 2 икса. Но большинство альткоинов показало 2 икса. Вот. Так что смотрите, не знаю. Какое у вас есть, какие мысли по поводу этих всех лонгов, этого всего, ну, непонятно. Также у нас есть еще лонги. Лонги у нас есть еще эфира относительно доллара. Давайте-ка мы посмотрим. Тут где-то этот график я сохранял. Вот он, да. Вот. Они выглядят вот так вот. Это у нас именно, подождите, это у нас именно эфириум. Эфириум, конечно же, у нас тут двинулся. Двинулся еще и знатно. Вот 4 часа, нормально. 19, вчера 7.48. И мы подошли к верхней части клина. Вот этот клин. Подошли мы к верхней части. Сопротивление у нас здесь знатное. Так, а где же этот гребаный график лонгов эфириума? Он, наверное, не сохранился. Его нужно было сохранить в другом. Да. Вот, я нашел вручную этот график. Есть график у нас эфир относительно доллара лонги. Ну, здесь вот такая ситуация. Смотрим. Смотрим. Так, тут я вчера что-то тут малякал-калякал. И в принципе, я здесь предполагаю, что у нас то, что есть лонги относительно битка, это само собой. Но относительно доллара тут совсем другая ситуация. Если мы это все дело посмотрим, вот у нас 23 год, ноябрь 23 года, да, и начали лонги закрывать. Оп. Идут они на спад. И мы в этот момент видели, конечно же, движение альткоинов. И вообще даже эфириума видели. Здесь аналогичная ситуация. Я думаю, что здесь может быть такое, что будет структура рисоваться вот так вот вниз. Притом, то, что у нас там закрываются лонги, мы вот видим на дневке, есть небольшая зеленая свечка. Может быть такое, что здесь они начнут набирать. Вот как вот здесь вот они набирали. Здесь они начнут набирать эти лонги. Допустим, мы вот так вот это все дело, структуру будем рисовать. И в дальнейшем будем падать. Но фишка в том, что нет у нас результата по альткоинам для того, чтобы делать какие-то выводы или там, допустим, фиксировать какую-то прибыль. Результата нету. И сделал так все крупный игрок очень хитро.
Он просто-напросто высасывает бабки с рынка. Мы прекрасно видим, что с 2024 года, с лета даже, неоднократно был отток капитала через ETF с этого рынка. Они выносят просто вагонами отсюда бабло, а мы сидим в просадке просто-напросто. Большинство участников крипторынка сидит в просадке, кроме каких-то там трейдеров-лудоманов, которые там краткосрочно зашли, там вышли и все. Инвесторы все в просадке. Просто тупо все в просадке. Кто бы вам что бы ни говорил, они все в просадке. И в принципе нужно будет еще понаблюдать за вот этим графиком. Поспешных, конечно же, принимать действия и фиксировать какую-то альту, я думаю, что, ну, если у тебя есть 2 икса, да, фиксируй. Я, например, там в закрытом канале у нас есть некоторые альткоины, я набирал по 2 икса, уже есть результат, показываю движение там, да, можно что-то уже фиксировать. Но тут, сейчас на данный момент, долгосрочную перспективу, то ну просто нету этих результатов. Если мы даже возьмем, хотя бы посмотрим монетку XLR, которая вчера отстрельнула, она вчера неплохо отстрельнула. Ну вот посмотрим, откроем, что здесь творится на данной монетке. У нас в принципе капитализация 479 миллионов долларов. Маленькая капа. Капа позволяет где-то куда-то дуться там на миллиард. Да? Polychain Capital, Binance Labs, Electric Capital, Crypto.com, Coinbase Ventures, Galaxy. Здесь у нас есть инвесторы. Robot Ventures. Большое количество инвесторов здесь есть, сидят. Вот они сделали манипуляцию. Но фиксировать здесь прибыль или нет, ну, есть здесь свеча, да, улетели просто выше. Ну, у меня там было практически 2 икса, я продал ее. Ну, дальше, если мы посмотрим график, ну, это просто ни о чем. Если мы посмотрим график на недельке, да, на дневке, давайте возьмем на дневке. Ну, это просто ни о чем. Здесь нету ни у кого иксов. Нету никого иксов. Ну, это просто движение ни о чем. Все. Большинство участников рынка, вот, допустим, март 2024 года она выходила, да, и они, по всей видимости, ее вот здесь вот затарили. Вот здесь вот это было у нас сентябрь 2024 года, чуть ли не сказал 2014 года. Вот. Вот если мы посмотрим по объемам, вот. Основная часть покупок, синие линии, но линия POC уже переместилась, понятно, что уже здесь они ее переместили, потому как ниже ушли. А если мы посмотрим вот тут вот, оп, вот, красная. Мы только подошли, ударили к объемам, те, которые здесь вот тарили. Буквально весь 24 год, кто ее тарил, да? И какие тут иксы, где эти иксы? Ну, а вот у нас объемы переместились ниже, на 35 центов. Все. Если ты, конечно же, был такой матерый, и здесь ты усреднил, то тут, может быть, ты вышел в ноль. Все, вот вам все иксы. Вот вам все иксы. И вот вам весь альт-сезон. Но сейчас, конечно же, нету альт-сезона. Человек какой-то писал мне в ютубе: следи за индикатором альт-сезона. Или индикатором, или за графиком. Я точно не понял. Если ты имел в виду за вот этим вот графиком, будем за ним следить. На данный момент мы находимся на отметочке 22. Ну, биткоин сезон. А никакого альт-сезона нету. Dальше у нас здесь отметочка 14. Тут вообще мы просто провалились. Никакого альт-сезона нету. Вот. И здесь у нас 27 отметочка, да? Вот. Все. Ну, биткоин сезон. Нету никакого альт-сезона. Но фишка в том, что у нас эфириум, лонги относительно доллара здесь особо нету никаких изменений. Ну, тут какие-то набранные. Может, все-таки они будут сюда снижаться. Посмотрим. Лонги битка у нас практически закрыты. Лонги эфир относительно биткоина практически закрыты. Альткоины вообще ничего не показали. Total 3, Total 1, вернее, Total 1 у нас показывает то, что у нас, ну, хоть и рост есть, но мы даже не пробили, вот, ну, там, 22 мая, ну, притока капитала пока что нету в рынок. Вообще нету никакого притока капитала. Также, само собой, у нас сильное сопротивление по тоталу, это у нас
январь 25 год, декабрь 24 год. Вот две такие вот вершины. Мы еще даже к ним даже и не приближались. Тут нам ползти, ну, я не знаю. Цели, конечно же, есть, они актуальны, 4,5 триллиона долларов, но притока капитала нет в рынок. И по FIBO у нас вот уже цель, просто-напросто, ну вот смотрите, цель, да, вот. Осталось буквально 35% движения по Total 1. 35% движения, первая цель по Fibonacci у нас будет достигнута. Ну и еще остается вторая цель. 2 триллиона, 6 триллионов 700. Вторая цель, чтобы ее достигнуть, у нас остается буквально 100% движения. Но притока капитала нету в рынок. Нету. Буквально целых полгода, вот начиная с 26 ноября, мы просто стоим в боковике. Притока капитала в рынок нету. И какие там будут переливы, я не знаю. Это чтобы с битка, чтобы многие ожидают альтсезон крупный, это нам нужно, чтобы приток капитала был, или хотя бы, ну, чтобы был у нас приток капитала, частично был перелив с битка, и будет хороший альтсезон. Но притока капитала нет, это раз. Мы видим только оттоки через ETF. Целых полгода они были через ETF, эти оттоки капитала. И вы за этим всем наблюдаете, вам тоже эту чухню всю несут, этот новостной фон. То, что отток капитала, то, что есть приток, он ничего не дает даже через этот гребаный ETF. Вот если мы посмотрим, где этот ETF, вот он. Вот, смотрим. Приток капитала 10 июня, вчера буквально, 431 миллиард долларов. Позавчера 386 миллиардов долларов. Все, здесь у нас пошли оттоки. Красные оттоки. Ну, и что мы видим? Мы по тоталу видим то, что у нас... Ну, что вот это вот за свечечка, да? 500 миллиарда приток, и... Это просто идет манипуляция, перелаживать с одного актива в другой. Там что-то запампили, такую монетку, как XLR. Шорт глобальный они здесь прикрыли. Сейчас здесь все побежали покупать. И дальше они пойдут обновлять лой. Все. Вот так вот это все дело произойдет, по всей видимости. И дальше мы вот так вот будем потихоньку сползать. И обновим здесь вот лой, по всей видимости. И может быть, будут здесь они рисовать боковик. Ну, на этом все, в принципе. И что дальше? И дальше, чтобы нам увидеть полномасштабный альтсезон, как некоторые говорят, там будет 30 иксов, 100 иксов, то нам нужно тогда что? С битка, чтобы был переток капитала мощный в альткоины. Это нам нужно 50% капитализации битка перелить в альту, обвалить биток просто-напросто об асфальт, чтобы он упал мордой. И только запампить альту. Ну, кто такое будет делать на этом рынке? Ну, я не знаю. Короче, ситуация не очень хорошая. Но у нас есть, конечно же, это хэш-риббонс. Надеемся то, что все-таки на биткоине есть сигнал по хэш-риббонсу. Все-таки произойдет эта гребаная манипуляция, которую мы ждем. Свершится чудо какое-то, включится там печатный станок, будет там перелив с золота, как некоторые говорят, будет там перелив с нефти, будет там с алюминия будут переливать эти бабки, и будут пампить эти, наверное, щиткоины, которые мы сильно все ожидаем, что у нас будет сильнейший супер-пупер альтсезон. Вот так вот, в принципе. А биткоин, да, биткоин у нас находится в очень-очень здесь сложной ситуации, потому как мы подошли к трендовой линии, и нам нужно пробиться сюда вот. Вот, должно что-то произойти. У нас будет 18 июня заседание ФРС. Посмотрим, что нам скажут на ФРС. Желательно было бы еще спросить криптокотпеты, что будет на ФРС. И, конечно же, посмотрим реакцию на рынке. Хэш-риббонс, посмотрим, что у нас отработает он или нет. Ну, а дальше я знаю. Там 520 дней после халвинга битка будет у нас в сентябре. Ну, дальше сидеть, ну, это просто нонсенс. Просто-напросто. Биток показал уже свой тренд. Мы здесь уже где-то на пороге на разворот на медвежку. Дай бог, хочется, конечно же, увидеть эту самую параболу, как некоторые ожидают, и тот самый to the moon. Но она будет только в том случае, если биток уйдет на 150 тысяч долларов, произойдет какая-то манипуляция, будет сильный приток капитала в рынок, биток уйдет на 150 тысяч долларов, там они подключат FOMO и, конечно же, подключат альтсезон. Вот. Но у нас нету пока что этого всего. Нету.
Его нету. И лонги уже практически у нас закрыты по эфириуму, а сам эфириум у нас, ну, как ни крути, он уже поставил 2 икса. Вот многие говорят, да, ну, вот 2 икса, что ты хочешь, 98% роста. Возьми плечи. И вот тебе можно уже все фиксировать. Крупный игрок фиксирует здесь прибыль, а мы сидим. В принципе, вот так вот. Такие вот мысли, это самый негативный сценарий, который может быть, то, что мы вообще ничего не можем увидеть, но мы будем надеяться на хорошее. У нас есть некоторые козыри, мы с вами их рассматривали, будем ожидать, посмотрим, что у нас будет. Нам нужно дождаться ФРС в первую очередь. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.